Это скутер по дешману. Also, ja. Mach's gut. Чтобы кайфовать, когда погода такая хорошая, кайфовая. Ну что? Утро доброе. Вот, пожалуйста, техника новая. Ну как новая? У меня новая. На самом деле она не новая. Но это, в принципе, не меняет никакой сути дела. Суть дела в том, что поставил вчера ее на учет. Вот, двухколесный такой, скутерец, 125 кубиков. Поставил вчера на учет, наконец-то. Он у меня стоял уже худо-бедно 3 месяца без дела, стоял в гараже. Ну как, он в принципе выставлен на продажу. Я его поставил теперь наконец-то на учет, потому что пока интересующиеся люди звонили, но цена кого-то не устраивает, он типа старый. Но в принципе, как я в таких делах говорю всегда, ребят, на скорость это не влияет. У него стоит по документам, он должен валить 80, и он это делает. Вчера ездил на работу на нем, кайфанул, прям вообще. Я сейчас вот в мотошортах, я не любитель таких как бы поездок, вот именно в таком наряде. Но в этом случае как бы можно, потому что, во-первых, скорость небольшая, во-вторых, если я сейчас еще штаны одену, то я здесь, наверное, умру от перегрева. Ну, как бы, каска-то у меня одета, куртку я одел со всеми протекторами, как положено, да? Для спины пояс вот этот одел, чтобы мне ничего, почки не продуло, да, по-любому, ну, как за здоровьем следим. Ну, ногам кайф, вот здесь чуть-чуть вентиляция, иначе, я говорю, я бы реально бы сварился просто-напросто. Заказал на него свеч, заказывает, и приезжаешь к нему в течение полдня или суток, в зависимости от твоих запчастей, что тебе надо, и они у него уже. Хорошая цена, поскольку я у него заказываю часто, много и много лет. По WhatsApp могу ему написать, заказать запчасть, там, позвонить, да, разговариваю с ним, общаюсь, как будто вообще мы с ним знаемся всю жизнь. Вчера ему, когда я вот думаю, ну все, свечку увидел, что не очень, записал, свеч выкрутил, записал, марку свечи, обозначение, чтобы мне именно пришла та свеча, которая здесь стоит в данный момент. Ну и, короче, позвонил ему и говорю, так и так, братан, заказывай. Пушка летит 80, я уже, наверное, упомянул. По немецким законам он как бы имеет право, если твое транспортное средство может разгонять скорость чуть больше 60, ты уже имеешь право выезжать на такие двухполосные загородные трассы, там, т.д. т.п. Так что, в принципе, по закону я могу на такую трассу выехать, но оно как бы мне просто из чисто таких нормальных соображений, зачем оно мне, да, приехал. Сейчас чуть-чуть снимем денежек. В принципе, вот так он выглядит. Так. Деньги еще есть, чуть-чуть. 100 килограмм, 110, наверное, да. Сейчас я, конечно, его загрузил специально для тестов, чуть-чуть добавил. Пушка гонка. Для него ехать 70 это вообще нормально. 80 со скрежетом, хотя по документам он должен. Но когда я вчера вечером поехал, тест-драйв делал, ну, на работу ездил, туда-назад 72 километра, тест-драйв, это нормально. Я как бы понял его суть вообще, абсолютно. Ну, как бы сейчас я могу вам что-то рассказать. Вчера, когда я его поставил на учет,
Я на нем ездил только во время техосмотра, пару метров проехал. Это не считается, потому что за пару метров ты не можешь понять, что с ним и как и почему. Я его, в принципе, готовил на продажу. Так вот, если взять честно, да. Но он и стоит как бы еще на продаже в мобиле DE. Это не реклама, это просто так, упоминание. Четырехтактный мотор, 125 кубических сантиметров. Мотор китайский GY6. На него можно найти запчасти. Можно купить мотор и всякие такие составляющие. Потому что вот эта комплектация внутренности, как бы вот эта техника, она ставилась, боже мой, на скольких моделях, да. Ну, они как бы называются по-разному. Пластик разно выглядит оптически, но внутри фарш. Основные компоненты базовые одни и те же. Так что если так кто-то там говорит, там, вот китайский там страшно, да, типа как насчет запчастей или что-то такое. Здесь вообще это не та тема, потому что запчастей на нем как грязи. Потому что ты даже просто берешь в eBay, задаешь Amazon, там, я не знаю, без разницы, в Гугле просто пишешь название мотора, там, QM125-10T и 10A, 10D. У тебя прям валом вылазит запчастей. Вот она пуль, вот она егошняя лихая сфера. Вот это городская вещь, запчастей валом. Я просто вот из-за чего я вот это вот покупаю. Все там скажут, ну там, или спросят, спрашивали уже там, типа, да, они знают, что у меня есть Kawasaki литровый, да. Kawasaki литровый это для дальников, для кайфа, для того, чтобы мы по катушке делали, для того, чтобы кайфануть. На Kawasaki по городу ездить, то еще занятие. 50 кубиков, 125. Есть даже такие, у которых там кубиков 300, 500, 600. Как бы, вот, у него колеса маленькие, стираются, как бы будет удобно ему. Ты на нем реально кайфуешь. У меня есть где положить что-то, если я закупился как-то где-то почему-то. Вообще. На Kawasaki у них нету бардачков, там нету, там, допустим, на Kawasaki первый минус, если я сейчас что-нибудь куплю в магазине, куда мне это ложить, это раз. Второй минус, самый большой и самый страшный, потому что резина Kawasaki, ну, не дешево, скажем так. По городу ездить и ровно стирать, это, ну, не очень хорошая идея. На Kawasaki нужно наваливать и ехать наклоном поворота. Для него он сделан для поворотов, реально, для поворотов прям реально кайфовать, когда ты под наклоном идешь сотню, прям хорошим наклоном. Ё-моё, блин. Масла недорогие. О, нифига себе. 470 евро. Колешка. Прикольно. Запчасти, ключики, масло. Все есть. Позвонил, через полдня приехала. Всякие очистители, свечки. Здесь вон всякая политура. Все есть. Тюнкетса, да? Gut. 5? Ja, 40. Oder soll ich dir 4 geben? Na egal, lass mal Schein, ne? Schein ist besser, oder? Nein. Alles okay. Ich vertraue dir. Ah, dir auch. Bist du morgen nicht da? Achso, ja. Mach's gut. Свечка. Новая свечка, вон. Так, что это у нас стоит? НГК CR7 HSA. Все. Теперь, короче, живем. Меняем новую свечку, потом мы поедем на работу. Это будет вообще... Вчера заправился, так что норм. У нас там строится больница. Молодцы. Вот стараются. Они построили уже несколько больших отделений. Сейчас вот в том году снесли здесь, короче, старую поликлинику детскую. Сейчас я заеду.
Вот здесь отсюда видно, нет? Что ты не моргаешь? Ну, видно, нет? Ну, там стройка, вон краны работают. Здесь вот стройка, все, вот это стройзабор. Все, я никому не мешаю. Остановился посреди. Вообще движения мало, потому что времени сейчас около 11 утра. Нормальные люди на работе. Из-за этого пока пробок как бы нет. Сейчас надо будет приехать, припарковаться. У меня одна есть идейка, надо записать про эту пушку-гонку чуть-чуть. Но что-то он дергается. Дергается от того, что свечка не очень. Но сейчас вы видели, я свечку уже купил, так что поменяем. Короче, вчера у нас было, не знаю, 32, наверное, градуса, 33. Мы в Германии. И при такой погоде здесь просто реально нету кислорода. Потому что влажность воздуха невыносимо высокая. Ужасно. Ну, тропики, что. А так, в принципе, посмотришь на небо, да? Погода шикарная. Ни одного пятнышка на небе нет. Как вот в отпуске где-нибудь там, я не знаю, в теплых странах, да, где показывают тебе небо голубое, там, пальмы. Вот здесь единственное, не хватает пальмы. Если бы составили по бокам пальмы, ты бы ехал, как будто где-то в Италии ты передвигаешься. Потому что ветерок, там, туды-сюды. Я на нем поеду сегодня на работу опять. В принципе, поначалу кажется, что медленно. Но я просто последний раз прикинул, сколько я на машине передвигался со скоростью средней. И, в принципе, мне не нужна была машина. Ну как, пока дождя нету, я могу ездить на нем. Пока дождь не идет, я могу ездить на работу на нем. У меня вот этот ветрозаборник, здесь вот спереди пластик, все закрывает. Я ноги так впереди ставлю, все, не дует. Вообще пофигу. Что, конечно, плохо, у него нет здесь АБС. Это скутер по дешману, какой-то АБС. Когда его строили, мопед, скутер китайский, тогда еще даже не у всех мотоциклов АБС была. А что ты будешь делать? Опять, что ли? Ну, вот так вот, мы сейчас на скутере, уй! Вот так проехал, уй, и пошел, и пошел. О, а там сейчас стоять на светофоре, вариться, а ты вот здесь едешь спокойненько так вот, и в тебе в кайф. Вот он, вот. Вот оно, вот для чего я его взял. Вот нормально вот здесь вот. Я бы здесь на Кавасаки не поехал. Вот ты на нем едешь, у него здесь такую еще подвеска такая напоминает американский лоурайдер такой. Поменяю. Обещаю. Сейчас я запишу обзорчик, приеду домой, ставлю новые свечи, потом мы поедем. Потому что ты ему резко газ задаешь, и она не успевает зажигать бензин, и это чувствуется. Она тру-тру-тру-тру. Вот на нем едем 60, вообще вот 6000 оборотов. Ну, вот эти стрелочка оборотов я вообще не доверяю, не верю. Он по ходу дела она гонит. А может и не гонит. Но, по крайней мере, у меня к ней доверия, если честно, мало. Вот, мне звонит iPhone. А я сейчас не могу взять трубку, потому что я другой шлем одел, где у меня не одет Зена, моя Зеночка. Чё ты не едешь-то, а? Едет чувак 35. Эй, доброе утро. Уже здесь можно 50 ехать. Так, ну вот нам поворачиваем, здесь проезжаем. Ой, ну это просто кайф. Вот. Ты на нем едешь прям вот. Ну, на танке, конечно, нет. Такой пластиковый велосипед, который может ехать практически быстрее, чем 50 км в час. Тем более по закону. Вот во всех 50-ок одна и та же проблема. Тебе на них можно ехать там 40-45 и все, и приехали. Это, короче, здесь другая песня. Здесь получается, это 125-ка. У него номерной знак побольше. Максимальный для 125-ки. Сейчас покажу почему. Вот у меня на Кавасаки, это мотоцикл большой. Там большой номерной знак мотоциклетный. Их сейчас несколько видов. Раньше было еще больше. О, это нехорошо, если там машины стоят. Так, мне надо на горку залететь, я посмотрим. Ну-ка, давай. У него, я не помню сколько, если сейчас честно взяться, 7 лошадей или 8. Не, ну он свое дело делает, как бы, да. Я его для этого и взял. В принципе, если его кто-то захочет купить, вообще мешать не буду. Ну как, я на нем хотя бы сейчас покайфую сам месяц-два. Если кто-то захочет купить, пишите.
Так, никого нету. Во. Вот здесь вообще, ну, красота, ландшафты. Вот она, немецкая, это. Сейчас покажу ближе, дальше. Здесь на мотоцикле-то я ездить не буду, но вот скутер. Вообще круто, смотри, тебе никто не мешает. Вау, ну вот здесь дорожка, а. Я здесь хотел давно прокатиться, я еще здесь не был. Так вот, на велосипедах только что я стал. Теперь заехали мы. Кайф, просто кайф. И вот ты едешь такой, между полями асфальт. В какой стране это еще есть? Объясните мне. Я тащился от этого вот много лет. Но вот есть такие же свиньи, здесь вот придут и засрут между полями даже. Вот зачем оно вам надо? Хочу вот красивые пейзажи, вот сейчас у нас это получится. И вот сейчас здесь мы спускаемся. Здесь обычно, скорее всего, ездит трактор. Как я это вижу. Дорога накатанная трактором. Не, ну вот смотри, какая красота, а. Посмотрите на эту красоту. На это не посмотреть, не обратите внимание. Блин. Так. Там. Надо вот здесь. Вот здесь еще одна лавочка есть. А вот здесь такой, что у нас, тупичок? Таским этот мусор. Ну вот такой вот скутерец. Скутер. У нас его говорят роллер, мотороллер, скутер, мопед. Можете называть как хотите. Для меня это все в движении. Полетели. Но ты едешь, прям кайфуешь. Здесь в основном передвигаются пешком или на тракторе. Ну, можно и на скутере. Классно. Ты на нем едешь реально вот в кайф. Вот мне в кайф. У меня вот это вот, наверное, любовь осталась, потому что вот здесь город на ладони, весь этот регион. Потому что у меня был первый двухколесный мотороллер, тоже такой вот, только 50 кубиков. Я на нем целый год отъездил, 10 тысяч километров, мой первый. Не было машины, это вообще было что-то с чем-то. И после него тяжело было, потом я получил машину. На машине проездил 2 года, возвращался домой с работы, я не знаю, это рассказываю историю, нет. И захотелось опять этого, вот именно вот на мопеде, чтобы ездить. А у меня вот машина есть, и все равно вот это мне нравится, 2 колеса, да. У меня машина в гараже стоит, какие бы там фишки в ней были, ништяки бы не было. Но на нем прикольно. Машина вот когда дождь идет на улице, снег. Сел в машину, ты сидишь там, тепло, там эти кондиционер, там все дела. Чтобы кайфовать, когда погода такая хорошая, кайфовая. Сегодня, конечно, день тоже такой же классный, как и вчера. На улице очень жарко. В Германии это все время выходит боком. То есть, если у нас сейчас такая жара, это можно считать деньги, и будет очень-очень-очень скоро нехорошая погода. К сожалению, это так, это практика, это так и есть. Здесь, короче, 2-3 дня, если у тебя такая жара простояла, обязательно что-нибудь, затоп будет, какой-нибудь ураган, там, я не знаю. Последние 10 лет это вообще нормальная хрень стала, к сожалению. Вот.
это еще будет то. То есть, значит, вот эта жара сейчас, она нам даст прикурить. Едешь себе, тащишься. Ну, страховку я не знаю, если я еще успею, заскочу, не успею, в понедельник не горит. Она сказала, говорит, как у нас время будет, заедете. Я его пока здесь поставлю в кустике.